Вчера здесь вешал кусочек белки, но капкан не успел вечером поставить уже. Что-то не до того было. А это вообще учитель у меня тут возле избушки. Вот. Стоит капкан. А здесь внизу ставится капкан. Если собака начинает лезть к приманке, наловится в капкан, ну и повизжит. Потом освобождается из капкана. И у него наука уже на будущее будет, что капканом лезть нельзя, сорвать приманку. Так вот, вчера я повесил эту кусочек белки. Сейчас утром вышел, все, нету уже. И следы тут собачьи. То есть сегодня я поставлю, все, будем учить. Я так подозреваю, что это молодой. Вчера вот мы шли, у него все намерения были, поползновения, какую-нибудь приманку содрать. Наверняка это он. Лес мертвый. Горельник. Изредка только соболиные следы встречаются. Вон, голубику здесь оставшуюся ест. Попадаются кустики. Но я уже ягоды не вижу. То он так по старой привычке, может, забегает проверить. Собаки бегут впереди. Тишина. Белок тут нет. Есть им тут нечего. Питаться нечем белкам. Недалеко от избушки вышел. Там одна белка была вот как раз возле капкана. Чтобы она капкан не закрыла. Пришлось ее стрельнуть. Все, здесь пусто. Мне белки-то уже и не нужны. У меня приманки-то хватает. Они сами налезут в капканы. Ловчий капкан. Здесь привязи почему-то нет. Все. Фарт. Все здесь в ожидании. Я остановился чая попить. Опа. Пока разговаривал, кружка с чаем благополучно вылилась в рюкзак. Хорошо, рюкзак не герметичный. Сквозь рюкзак все пробежало. Но не намочил вроде. Перчатки суконные, тут рукавицы сухие. А больше там мокнуть нечему. Иду по дороге. Решил проверить эту дорогу до конца. Ну и вот сколько иду. Первый след соболиный. Вот он здесь. И то старенький. Сегодня ночью пороша была. А это, видимо, еще в мороз бегал. Идти по дороге плохо. Проваливается, она выморожена внизу. Вот сейчас вроде нормально. Потом начинаешь проваливаться. Вымерзает почва. Влага уходит. И потом как сахар становится вот эта вот земля.
Дошел до перемычки. Вот оттуда пришел. Вот дорога основная туда уходит. Лесосечная. А мне в сторону избушки. Туда вот. Лесная дорожка. В каком она состоянии, непонятно. Ну, пройти в любом случае можно. Но как приятно по живому лесу идти. По сравнению со вчерашним горельником. Тут и можжевельник в подлеске растет. Сосничок. Красивый лес. Не то, что там, где выгорело. Интересно по новым местам ходить. Здесь вот недалеко от моей избушки, ну как, километра 4. Вот в этой стороне я ни разу не был. Хотя избушка уже 8 лет там стоит. Вот здесь вот дорога в лесосеку. Зимняя лесосека, видимо, была. Здесь вот ручеек, накатник. Ну, то есть лежневка. Места красивые. Надо будет зимой сюда съездить на буксировщике, прокатиться по снегу, посмотреть, что тут да как. А не был я в этой стороне по той причине, что в основном привязан к капканам. Осенью капканы только успел в одном месте проверить. Уже надо опять по кругу их проверять. Ну вот у меня цикл проверки занимал 6 дней. То есть за 6 дней, пока все проверишь, то надо уже заново по кругу их все проверять. Потому что в теплую погоду соболь висит, если пойманный, то птички, мыши начинают его дербанить. Ну и портится он, если совсем уж тепло, плюсовая температура. Шкура потом прелая становится. Ну уже почти брак, может до брака дойти. Если уже ворс совсем лезет, это уже брак. А вот сейчас последние годы начал уже больше с собаками так вольно ходить. На капкан уже такого внимания сильно не обращаешь. Ну вот так ставишь в самых, настораживаешь капканы в самых таких лоистых местах, на тех путиках, где больше всего ловилось. И так вот интереснее получается. С собаками больше в разных местах бываешь. Хотя самая добыча у нас вот осенью. Проходной соболь идет. Чем больше ты в капканы поймаешь, тем лучше, потому что потом ты уже в них плохо будешь ловить. Зимой совсем слабо ловится. Надо успевать вот и с капканами, и с собаками. Ну, сейчас цена соболя уже не такая высокая. Поэтому нет смысла упираться. Так, немного наживил. А дальше уже с собаками. Этот шпендрик молодой опять где-то там отстает. Можно, конечно, было сказать, что он там следы выкручивает соболей. Но я бы этого не сказал. Наверное, мышь какую-нибудь это вырывает там. Мышей ковыряет. Собаки-то вон они, взрослые, прибежали. Уже белку облаяли тут рядышком, но я отозвал их. Пошли дальше. А того где-то нету.
Глухарь сидит. Глухарь в доспехах был. Улетел. Дальше пошел. Там два было. Один-то сразу сел. Он сидел. Второй подлетал, меня увидел, не садясь, сразу на тормоза и в сторону. Аж заверещали колеса по асфальту. Потом дальше прошел. Чуть немного дальше прошел, два глухаря спереди слетели. Мимо так, мимо меня пролетели. Ну, ни камеры, ничего в руках-то не было. Долго так летели. А шпендрик маленький, он где-то как раз после выстрела запищал там, что-то, кого-то что-то увидел, услышал. Может, белку там незадолго до этого. Белку облаивали пулька и фарт. Ну вот он, может, ту белку и до сих пор сидит там, сторожит, наверное. Мы уже далеко отошли. Опять его нету. Все нету и нету. Что-то он избегает нашего присутствия, нашего общества. Ему комфортнее одному, видать. Думаю, что там такое на дороге? Человек, не человек. Зверь, может, какой стоит. Туман на той горе стоит. Облака цепляют вершину горы. Остановился чай попить. Гляжу, наконец-то бежит. Несется прямо. Сейчас сбавил обороты, а то прям прыжками бежал. Швидик. Меня, конечно, я про себя его называю более нецензурными словами, потому как он еще не заслужил уважения. Непонятное поведение у него пока. Где-то сам по себе сзади шарахается. Собаки лают, он даже не подходит. Как будто ему это не интересно. И вот мамка побежала, и он носом взад, и все, и за ней бежит. Вот он, дом родной. Собаки уже дрыхнут в ожидании, когда хозяин придет и даст им еды. Сосулищи какие до самой земли. А ты что тут на земле ютишься? У тебя вон под навесом, как люди, а ты, эх ты.
На голову земли, главное. Ночью вот здесь вот 2 ночи спал. Ну, на стиле, на деревянном. Сейчас ему что-то не нравится. На землю улегся. Жарко, видать, да? Как они заглядывают. Еда стоит, стынет. Все. Готовы. Собаки даже не прибегают в открытую дверь. Слышали, что дверь открылась. И не хотят подниматься. Он фарт лежит у двери. Кемарит. Погода такая мягкая, теплая. Сильно они не хотят раньше времени бегать. Вот мороз-то они уже подорвались бы и это. Круги бы описывали. А так я вот смотрю в открытую дверь, что снега нынче нападало ночью. Вот видно следы свежие собачьи. Снежок, перенова, порошка. Так и не хочет под навес идти. Вот примостился здесь, в закутке, возле дров. Да. И надо мне туда идти. Вот сюда. Там вот затеска. Вот затеска. Обходить. Здесь то же самое. Придется лезть. Вот он, соболек сидит. Пулька хорошо его тут посадила на удобном месте. Пулька первая залаяла, потом фарт подбежал. А где молодой-то? Что-то я молодого не вижу. Хан! 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 Капкана насторожил. 8 капканов из 9 получилось. Один там был разрушенный. Делать надо. Соболя добыли. Сейчас идем с собаками вольной охотой заниматься. Тут уже что найдем, то наше. Если получится. Собаки впереди. Далеко пока не отбегают. Потому что курс пока еще для них непонятен. Когда удостоверится, что я точно туда иду, тогда уже будут курс держать. Ветер сегодня неправильный. В спину дует. Северный. Мне на юг надо. Может, что изменится. Вот теперь ветер сменился вроде. Навстречу стал. И собакам проще зверя найти. Учуять зверя проще им. И меня уже так не учует. Тут места кормежки лося. И оленей тоже. Глухарь только что слетел рядышком. Собаки туда ломанулись вслед за ним. Уже их не видать где-то. Скрылись из виду. А вот старые следы его. Кормился он тут.
Тоже голубику выискивает. Можжевельник. Ягодки ест. Но здесь можжевельника я не видел. Вот так вот кедровую хвою, сосновую. Вот олени кормились здесь лишайником. Топтались. Вот здесь опять топтались они. Фарт куда-то помчался. 730 метров. Пулька рядом, вот красный значок. Фарт куда-то в вершину ручья, в горельник потянул. Там вот вершина ручья, горельник. Я там был. Представляю, как там лазить. По следу, что ли, он пошел. Ветер — это хорошо. Кухту сбивает с веток. Видимость улучшает. У зверя слух, обоняние. А у нас, у людишек, зрение. Нам главное, чтобы обзор был. Вот позбило уже с этого с мелкого прутника. Уже лучше видимость. Вот он уже голый. Красота какая. Видимость метров на 100. Фарт так и остается еще впереди. Оставалось где-то километр 440. Гляжу, он повернул обратно и сначала пошел ко мне, а потом опять что-то кругаля дал, и опять там находится кило 250 до него сейчас. Вышел на следы фарта. Вот. По всей видимости, корова с телком, что ли, тут шли, от него уходили. Вот бычара след тоже есть. Короче, возможно, даже семейка от него уходит. Но уже связь потерялась. Тут вот гора. И на кило 800 связь потерялась за пупком горы. Ну, туда-то я уже не пойду, там уже слишком далеко. Вот сейчас на гору поднимусь сюда, чтобы связь поймать с фартом. Посмотрю, где он передвигается, нет. Тогда уже будет видно. Надо будет костер, наверное, разжечь, да. Пообедать. Еще не обедал, уже время к часу. Все, фарт бросил их. Вот я прокричал ему. Сейчас ко мне идет. 130, 110 метров. Фартюга пришел. Ну а что такое? Ишь, ревнивая какая. Хозяин он пошел. А фартюга, может, лосей гонял, а ты прохлаждалась тут возле хозяина. Ветрище дует. Тут лесосека. Сейчас он быстрее бы ее пройти. Но с этой лесосеки ветер дует. Идти легко здесь. Сосничок подмораживает тут. Штаны уже сначала
тепло было, они намокли. А теперь коробом встали. Здесь удобно идти, затишок. Там лесосека наверху. А здесь как выемка. Идешь, ветра нет. Не, собаки рога отыскали. Мимо побойки лося проходил. Думаю, что не посвистел, не идут. А тут вот медведь сюда утащил голову. Вот рога-то я и искал. Я сразу заподозрил, что они тут что-то нашли. Не идут. Посвистел, пулька пришла. Ну и облизывается. Понятно, что что-то она, значит, ела. Это он утащил метров на 150, наверное, с этой лесосеки. Вот сюда. Всю голову целиком. Фарт. С собой кусок тащит шкуры. Кусок шкуры тащит. Это. Я там то, что можно было с головы, отрубил топором. Она мерзла все, завонявшаяся. Ну как в сентябре же добыл. Тогда тепло еще было. Что с собой набрал, там у него пару кусков оставалось, но он один догрыз и второй взял в зубы и потащил. Тут до избушки-то полкилометра осталось. Это то, что отрубил, куски эти. Сейчас дам им, пускай как жвачку жуют. Шкура крепкая. Точно для них как жвачка. Лесная курятина с жирком. Жирок он видно. После заморозки в избушке горлодер вот такой становится. Жидкость внизу, а сверху непонятная субстанция. Преимущественно томат паста. Не паста, вернее, помидоры. Лечо, тещин язык. Абсолютно без разницы. Оттаяло и такой же вкус. Помидоры соленые, то же самое. Оттаяли и все четко, все вкусно. Вывод: горлодер больше в избушку не берем.